Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро. А это значит, что сегодня нас с вами ждет очередной расклад. Перед тем, как мы начнем, я прошу поддержать это видео лайком. Это очень помогает мне в развитии канала. Также, если вы еще не подписались, то предлагаю это сделать прямо сейчас. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ссылки на все мои социальные сети, а также на мои личные контакты есть в комментариях под любым видео на канале. У нас также есть второй закрытый канал, друзья. Это Boosty. Можете перейти по QR-коду, можете перейти по ссылке в комментариях к видео. Подписка стоит всего 299 рублей в месяц, и там все шок-расклады, все топовые расклады, которых нет и не будет здесь на YouTube-канале, потому что они являются запрещенными, их либо блокируют YouTube, либо ставят на них цензуру, детям нельзя, и поэтому для этого существует закрытый канал, друзья. Заходите, пожалуйста. Есть закрытый телеграм-канал, где все те же самые видео, что и на Boosty, если вам неудобно регистрироваться на Boosty. Я благодарю всех подписчиков, которые с нами на закрытом канале. Ваши имена и ники сейчас появятся на ваших экранах. Благодарю вас, друзья, за то, что вы у нас есть. Благодаря вам мы развиваемся, идем дальше, делаем контент круче и интереснее. Выкладываем новые видео-расклады на закрытых каналах. Также напоминаю о том, что у меня есть личные расклады, консультации, обряды на финансовое благополучие, на любовные взаимоотношения и на здоровье. Я делаю чистки и ставлю защиту. Также мы делаем обрядовые свечи из натурального воска своими руками. За обрядовыми свечами, обрядами и личными раскладами прошу обращаться ко мне в личку. А с нами сегодня карты Элизиум снов и теней. Здравствуйте, карты! И поговорим мы с вами сегодня о русской Рапунцель. В нашем сегодняшнем раскладе мы поговорим о девочке, которая, думаю, всем нам хорошо запомнилась в рекламе духов Нина Ричи. Их самый знаменитый флакон в форме яблока. И взбирающаяся по огромной горе яблок девушка с пышными волосами, дабы достать запретный плод. Все мы ее знаем, раньше эту рекламу часто крутили на телевидении, где девушка входит в какую-то комнату, ее волосы развиваются на ветру, она поднимается по горе яблок и достает тот самый флакон духов Нина Ричи. Эти духи, признаюсь, были у меня, я их очень люблю. И сейчас, на данный момент, у меня тоже стоит один флакончик дома. Девушка как-то загадочно умерла, непонятно. На момент выхода рекламы ее уже не было в живых. Мало кто знает об этом, да. Рекламу крутили уже без Русланы Коршуновой, без ее присутствия в этом мире, скажем так. Руслана Коршунова, так звали знаменитую модель, скончалась 28 июня 2008 года. А кто знает, может быть и раньше, да. Мы сейчас это узнаем на картах. Но как она скончалась, вот это интересно, суицид. И вроде бы выпала девушка с балкона своих собственных апартаментов 9-го этажа, да, но почему-то траектория падения несколько неверна. Добрые 15 метров пролететь просто невозможно, если выброситься самой. Кто-то ее выбросил, кто-то убил, возможно, и принес ее на это место, да. Тут непонятно. Давайте сегодня разбираться. Сначала начнем, наверное, с характеристики личности, как обычно мы делаем, да. Я хочу посмотреть характеристику личности все-таки до того, как она стала знаменитой, и после. Возможно, что-то поменялось в ее голове, потому как она была совершенно юной, когда прилетела в Америку, ей было всего 16 лет. Возможно, что-то щелкнуло, возможно, была звездная болезнь. Кто знает? Давайте узнаем. Карты. Покажите нам, пожалуйста, характеристику личности Русланы Коршуновой. Что это был за человек? Каким человеком была Руслана Коршунова? До того, как стать знаменитой, от рождения, то бишь, да, и после. Покажите нам, пожалуйста, характеристику личности Русланы Коршуновой. До того, как она стала знаменитой, и после. От рождения. Туз мечей. Витаю в облаках, строю воздушные замки. Вижу цель, не вижу препятствий, но не могу достигнуть этой цели. Здесь, знаете, я не могу сказать, что она инфантильная. Я могу сказать, что она легкая, что у нее много каких-то волшебных историй в голове. Знаете, вот когда сидишь и придумываешь какую-нибудь красивую сказку. И вот у нее в голове была какая-то красивая сказка, но тем не менее она твердо стояла ногами на земле. О чем это говорит? Девочке пришлось рано повзрослеть. Девочкам, которым приходится рано взрослеть, хочется какой-то сказки хотя бы в своей голове. Видимо, этой сказки не было в жизни, да, и она строит какие-то воздушные замки, какие-то идеи, возможно, пишет стихи даже сидит, да, вот здесь вот невероятно творческий человек на самом деле, который должен был достигнуть огромных высот, но что ей мешало? Мы сейчас не говорим о сильных и слабых сторонах, но я все-таки отмечу, это все-таки туз мечей, туз воздушный, но здесь туз мечей не отбивается, а наоборот приглашает
приглашает к себе всех. Что это значит? Она была очень добросердечной, добропорядочной, и почему-то в каждом человеке, присутствующем в ее жизни, она видела друга. Вот это ее характеристика личности от рождения. Возможно, в Казахстане, в Алма-Ате эти друзья действительно были настоящими друзьями, но когда она улетела в Америку, она что-то перепутала, понимаете, спутала людей, которые просто потребляют с нее ресурсы, и людей, которые являются действительно друзьями, потому как друзей у нее настоящих как таковых не было. Это все была иллюзия. Иллюзию она сама себе придумала в жизни, в своей голове, своих друзей, своих знакомых. Это тоже все иллюзия. То есть характеристика личности. Это добропорядочный, добросердечный человек, витающий в облаках, немножко инфантильно, возможно, но это не значит, что она была не умна. Она была умна, но просто в каждом человеке видела себя, зеркалила как бы, да, но не понимала то, что не все люди являются таковыми, какими кажутся на первый взгляд. Характеристика личности: очень доверчивая девочка, от чего ей часто доставалось в этой жизни. Девочка, которой пришлось рано повзрослеть, девочка, которая не видела выхода, которая строила какие-то иллюзорные воздушные замки в своей голове, возможно, писала стихи, очень творческая девочка, которая хотела взлететь до небес. Скорее всего, поэтому и улетела в Америку, да, для того, чтобы достигнуть каких-то высот. Здесь еще туз мечей говорит: вот достигну высот, обязательно там куплю квартиру маме, обязательно там помогу брату, у нее брат был, да, тоже Руслан, его звали, как и ее. Здесь достигну высот и обязательно всем помогу. Но это только в голове, понимаете? Вот высот она вроде достигла, а всего того, чего хотела добиться, не добилась. Характеристика личности после того, как стала знаменитой: что-то пошло не так. Карта колесницы свернула куда-то не туда или встала, пришвартовалась куда-то не туда. Как я уже говорила, кстати, 2 старших аркана вышло. Девочка достаточно сильная духом, смелая, авантюристка, целеустремленная. Но авантюристка — это не значит, что ей это помогало в жизни. Как мы выяснили сейчас, да, ей это в жизни не помогло, а наоборот. Так вот, колесница здесь неправильная. В колоде 2 ряда старших арканов: есть правильная колесница, а есть теневая. Не зря Элизиум снов и теней называется, да, колода. И здесь колесница, корабль пришвартовался на суше, хотя кораблю нужна вода. И для того, чтобы дальше идти и дальше куда-то стремиться и покорять какие-то высоты, какие-то свои цели, кораблю нужна вода, но она встала на суше. Либо она пошла не тем путем, возможно, какие-то запрещенные вещества, возможно, знакомство не с теми людьми, возможно, свернула не на ту дорожку и познакомилась с каким-то таким человеком, который как раз-таки привел к этой ее смерти, да. Здесь характеристика личности вроде бы не поменялась, как чистого светлого человека, но тут какая-то депрессия, какая-то стагнация, остановка, какая-то апатия, невозможность двигаться дальше. Здесь все уныло и все пожухло перед глазами. Казалось бы, покорять поехала Америку, такие высоты, и, казалось бы, вокруг тебя столько должно было быть людей, потому что ты стала невероятно знаменита, и у тебя много денег, но все наоборот остановилось, застопорилось. Все воздушные замки, они остались в голове. И паруса-то вроде бы развиваются на ветру, но в жизни полный ноль, полная деградация. И колесница дальше не едет. А казалось бы, корабль, как я уже сказала, должен плыть. Но он не плывет, он стоит на суше. Пришвартовалась не туда, не те люди, не те знакомства, не те связи. Так как мы говорим о характеристике личности, употребление каких-то запрещенных средств, это не обязательно наркотики, это, возможно, транквилизаторы, успокоительные, еще что-то, да? Давайте посмотрим дальше и будем развивать ее характеристику личности, посмотрим сильные и слабые стороны и посмотрим, что же все-таки с ней случилось. Сильные и слабые стороны Русланы Коршуновой. У всех у нас есть сильные стороны, есть стороны слабые, которые мы порой не можем побороть. В основном это наши страхи. Сильные и слабые стороны Русланы Коршуновой. Сильные стороны Русланы и слабые стороны. Сильные стороны ее в жизни. Карта Звезда всегда могла протянуть руку помощи, и люди протягивали руку помощи ей в ответ. Мы можем друг другу помочь, мы можем друг другу подарить надежду. И еще ее сильная сторона — это, конечно же, надежда и вера в любовь, в светлое будущее, в людей, опять-таки, да, но, как мы уже выяснили, это не всегда помогало ей в жизни. Так как она была очень добропорядочной и добросердечной девочкой и доверялась очень многим, вот эта ее вера, вот эта ее звезда, вот эта ее сильная сторона привела ее в итоге в никуда, в точку отсчета, да, в ноль, то есть в тот момент, когда настала смерть.
смерть, и когда пришло перерождение души в новое тело. И здесь карта звезда говорит о ее сильных сторонах. Да, она всегда могла протянуть руку помощи, она надеялась и верила на светлое будущее. У нее в голове было много планов, и девочка просто по этой карте не могла на самом деле совершить суицид, потому что столько планов на будущее, на какие-то изменения в своей жизни. Она всегда верила, что она рано или поздно вырулит и пойдет нужным ей путем. Вот это ее сильная сторона. То есть ее подсознание, ее голова никогда не теряла полного контроля над собой. Ее слабые стороны. Мужчина, король пентаклей, либо один мужчина, который очень сильно ей понравился, либо мужчина в целом. Вообще здесь выступает фигура отца, да, как я уже сказала, не говорила, по-моему, да, то, что ее отец ушел достаточно рано, ей было 5 лет, когда умер ее отец, король пентаклей. Она полностью не могла познать мужчину в лице своего отца, она хотела заботы, она хотела какого-то понимания, она хотела какого-то сочувствия к ней, как к девочке, да, и она до сих пор осталась девочкой, вот в 21 год даже она до сих пор осталась девочкой, не девушкой, не женщиной, а я вижу, смотрю на ее фотографии, вижу в ее глазах вот этот детский отблеск, когда еще ты не женщина, вроде девушка, но совсем еще девочка, понимаете, совсем еще юная. Не могу вам даже объяснить. Я смотрю на нее, я не вижу в ней полноценной женщины. Это не в обиду ей сказано. Это просто вот такой ребенок, милый ребенок, который не познал заботы своего отца и который в каждом мужчине, встречающемся на ее пути, опять-таки доверчивость ее, да, она встречала соратника, спутника, друга, но он таковым не являлся, он-то хотел от нее просто получить что-то, вот здесь король пентаклей, конкретно карта секса, да, человек любит секс, любит интим, так вот, от нее всегда хотели получить только одно, а она всегда хотела какого-то понимания, сочувствия, какой-то заботы о себе. С ее слабой стороны это мужчины, не тех мужчин она выбирала, фигуры отца она не знала толком, и поэтому, не зная заботы отцовской, и не зная отцовской любви, она выбирала не тех мужчин. Вот это ее слабая сторона, которая довела ее, скорее всего, до смерти, да, скорее всего, кто-то там поучаствовал вот в ее смерти, скорее всего, это был мужчина. Мы сейчас раскроем дальше. Первый такой вопрос по поводу ее уже деятельности. Фото юной полуобнаженной Русланы увидела агент модельного агентства Models One Дэвид Джонс и пригласила ее в Америку. Руслана действительно понравилась модельному агентству, они хотели сделать из нее звезду, или все-таки у них были другие планы на эту девушку. Здесь мы раскроем как раз модельное агентство, да, и узнаем, действительно ли они задолжали Руслане $500 тысяч, как говорилось в СМИ. Действительно ли агентство Models One хотели сделать из Русланы настоящую звезду, топ-модель, или у них были немножко другие планы на эту девушку? Действительно ли модельное агентство Models One хотели сделать из Русланы Коршуновой настоящую топ-модель, или у них были какие-то другие планы? Красавица, роскошные пышные волосы, карта вожделения, хочу ее себе, и все. Карта вожделения здесь не обозначает секс. Карта вожделения здесь говорит, хочу ее себе, вот если я ее себе не заберу, то все. Я говорю про Дэвид Джонс, я говорю про модельное агентство, да, красивая, очень красивая королева кубков, это женщина сексуальная, красивая, женщина, которая может много всего достигнуть, туз пентаклей. Посмотрите, здесь из человека растет целое дерево, с ней можно много чего достигнуть, можно много денег заработать, туз пентаклей, понимаете? Целый туз. Много денег можно заработать. Но она какая-то в себе, в своих мыслях, в своих каких-то сновидениях, мечтаниях, по дому очень сильно скучала. Тут, знаете, проблемы были в работе. На самом деле агентство Models One, не было каких-то у них тайных, скажем так, и скрытых мотивов по поводу Русланы Коршуновой. Они действительно хотели сделать из нее настоящую топ-модель. Почему? Потому что они видели в ней очень красивую, женственную девушку. Вот она, королева кубков. Это самая женственная, самая красивая карта в данной колоде. И обозначает она девушку, которая ничего не боится. Целеустремленная, красивая, яркая, сексуальная. Карта вожделения, хочу ее себе забрать, пусть она будет моей. Карта туз пентаклей говорит, она много чего может достигнуть, да, и много может показать этому миру. Она много денег может заработать. И мы вместе с ней можем заработать много денег. Но тут есть обратная сторона. Руслана очень сильно привязана была к дому и скучала. Тут, опять-таки, посмотрите, длинные волосы везде, длинные красивые волосы, русая коса.
И здесь как раз-таки про Руслану, да, десятка пентаклей, простите, говорит о том, что скучала очень по дому. То ли постоянно звонила маме, то ли постоянно отвлекалась как-то от работы, была как-то в своих мыслях. Карта отшельника: отстаньте от меня все, я уйду сейчас. То есть показывала свой характер, показывала. И, конечно же, модельному агентству это не нравилось. Карта суд. Были какие-то свои мысли, какие-то свои планы, возможно, хотела уйти, возможно, ей много снов каких-то плохих снилось, я про Руслану говорю, да, и она как-то на работу, бывает, не то, что подзабивала, да, она была трудоголиком, но она больше всего, конечно, скучала по дому. И тут модельному агентству это не нравилось то, что она постоянно то ли висит на телефоне, то ли постоянно в каких-то своих мечтах, каких-то своих планах, иллюзиях, то ли постоянно в отшельниках, то ли кому-то грубит, да, вот здесь такое было от нее. Несмотря на то, что девочка такая вроде ангелочек. Кому-то она могла грубить, могла отмалчиваться, могла не разговаривать подолгу и могла не выполнять всю ту работу, которую бы хотелось вот этому модельному агентству. Вот здесь вот две стороны медали. Следующий вопрос. Действительно ли модельное агентство, с которым работала Руслана, задолжал ей $500 000, как говорили в СМИ? И Руслана судилась с этим модельным агентством. Действительно ли? Модельное агентство, да, карта башни, но здесь карта саморазрушения. Почему-то по ее вине. По ее вине они ей не додали денег. Карта саморазрушения, сама все спалила и сама все разрушила. Я же говорю, то ли работать не хотела, то ли чего-то не додавала в плане работы, да, работоспособности своей, то ли с кем-то поругалась. Тут вот какое-то не очень приятное событие было, и шло оно от самой Русланы. Она сама того не хотела, но это произошло. Действительно ли задолжали ей денег? Но она ставила себя как-то выше других. Вот несмотря на то, что, опять-таки, хочу сказать, вы, скорее всего, думаете о Руслане очень хорошо и думаете, что она милая маленькая девочка, которую обманули. Здесь не совсем так. Характер она показать могла, и характер у нее был достаточно вспыльчивый. Неординарная она была такая личность. Она была очень добрая, но вот эти вспышки агрессии у нее были. И она могла что-то на работе сказать такое или как-то себя поставить так, что то ли ее не взлюбили девочки сами, да, то ли ее как-то не взлюбило руководство этого модельного агентства. Угу. Иллюзия о том, что я выше других, я как-то сама все спалила. Да, я вышла на новый уровень. И все сама уничтожила, карта смерти. Да, выпустила всех своих бабочек в конце концов. Угу. О чем здесь говорится? Задолжали ли они денег ей именно $500 000? Здесь не совсем верно. Да, возможно, задолжали, но почему задолжали? Это немножко так вывернутая ситуация, скажем так, наизнанку. Она не хотела что-то делать определенного, не хотела либо работать так, как того требовали условия этого модельного агентства, и сама как-то все сгубила всю свою карьеру, потому что как будто бы ее карьера шла вниз, по наклонной. Я сама все сгубила, все разрушила. Я думала, что я целый мир, я думала, что я выше других, но это были мои иллюзии. И эти иллюзии я все-таки потом в конце концов выпустила из себя. То есть она в конце концов поняла, что она сделала что-то неправильно, наступила смерть. То ли с ней контракт порвали, то ли хотели, вот уже вот говорили: все, уходи, ты нам не нравишься, ты нам не нужна больше, ты не делаешь того, что мы от себя требуем. Вот здесь она какой-то свой характер проявила, и не то, что ей денег задолжали, не додали, а то, что как будто бы с ней контракт этот порвали, понимаете? Она вроде как его заключила, а с ней порвали этот контракт. Я не вижу, что она подавала в суд. Я не вижу здесь карту именно справедливости, карту иска, карту суда. Но я вижу здесь, что она думала о себе, то, что она выше других. Именно вот конкретно я имею в виду в плане работы. Немножечко так звезду поймала, но потом очнулась и поняла, что она сделала неправильно. Но уже наступила смерть, уже с ней порвали какой-то контракт. Но это не они ей должны были. А контракт просто порвали из-за того, что она не соблюдала какие-то условия договора этого контракта. Вот об этом здесь речь. Я не вижу, что тут из-за денег ее убили. Тут дело не в деньгах, тут дело в чем-то другом, друзья. Следующий вопрос. Имело ли место быть сексуальное домогательство к еще совсем юной Руслане с чьей-либо стороны в чужой стране, то есть в Америке?
Напоминаю, что Руслане было 16, когда она покинула родину. Имело ли место быть сексуальное домогательство с чьей-либо стороны еще совсем юной Руслане Коршуновой, когда она прилетела в Америку? Я имею в виду те же самые люди из модельного агентства, да, из профессиональной сферы, возможно, какие-то мужчины. Для чего мы задаем этот вопрос? Для того, чтобы понять, насколько психика человека была устойчива, насколько человек был уравновешен перед своей смертью, чтобы понять, суицид это был или не суицид. Это не просто так мы этот вопрос задаем. Имело ли место быть сексуальное домогательство к Руслане, когда она была еще совсем юной? Да, имело место быть. Угу. Ой, думаю, да, однозначно. Она этого не хотела. И это, конечно, ее надломило. Да, она об этом никогда никому не говорила. К еще совсем юной карты повешенной. Карта повешенной говорит о том, что ее везут куда-то, везут, несут. Она еще пока не соображает, она пока еще зародыш, младенец. Но это так, да? 16 лет все-таки девочка не понимает. Везут, и сразу к ней кто-то присасывается. Какая-то пиявка, карта влюбленной. Я этого не хочу, но это нужно сделать. Для чего? Для того, чтобы моя карьера пошла в гору. Пятерка пентаклей, карта нищего духом человека. Но когда ты думаешь, когда у тебя в голове какие-то мысли вот такие нищего характера, да, как у бедного, как у нищего, когда ты думаешь, что вот ты свою честь и достоинство положишь на кон, а потом получишь нечто большее, это неправильно. Мысли. Она думала точно так же. Пятерка пентаклей, карта нищего духом человека, либо карта маленького человека, либо карта человека, нуждающегося в деньгах. Мне нужны эти деньги, поэтому я это сделаю. Но это разбило мне сердце и надломило меня. Посмотрите, девятка жезлов. Девятка – это стагнация, во-первых, да, деградация. Это меня надломило. Я никому об этом ничего не расскажу. Карта императрицы, которая что-то скрывает. Карта человека, который стал женщиной. То есть она была невинна до того, как к ней вот пристали в Америке, я так понимаю, да? Она была невинна, но стала вдруг императрицей. Почему императрицей? Потому что стала женщиной, да? Кто-то с ней совершил сексуализированное, скажем так, моральное насилие, потому что все-таки она на это насилие согласилась. Четверка пентаклей, это произошло либо мой дом, моя крепость, либо работа, да? Кто-то с работы, либо с кем-то пришлось переспать, и поэтому она потом начала как-то хулиганить, была такой бунтаркой, да, я не буду выполнять все те условия договора, которые мы с вами заключили. Возможно, отчасти вот из-за этого, из-за того, что произошло это сексуализированное моральное насилие, скажем так. Да, действительно, имело место быть, когда она была еще совсем юной, то есть когда она только-только прилетела в Штаты. Никому об этом не говорила, ни маме, никому, скрывала в себе. И это ее, конечно, очень сильно надломило. Я не хочу, но это надо сделать. Для того, чтобы моя карьера пошла в гору, мне деньги нужны. Мне деньги нужны, она не была жадной до денег, она, видимо, просто хотела деньги, вот здесь еще карта дом, да, домой отослать, маме отослать, возможно, квартиру купить, да, здесь вот об этом речь, понимаете? Да, имело место быть. Карты здесь выше не очень хорошие. Употребляла ли Руслана Коршунова наркотические вещества, препараты, изменяющие сознание, или транквилизаторы? Слушала кого-то, да, значит, послушав кого-то, возможно, скорее всего, употребила, да, сейчас мы узнаем. Кого-то слушала, я же говорю, она была очень добрая и доверчивая, понимаете, ранимая такая душа. Такой ранимой душе в Америке делать нечего, конечно, да, тут у нас на порой делать нечего, такой ранимой душе. Такая ранимая душа, она должна родиться вообще в другом веке. Помните Анастасию Ещенко? Я делала расклад на Олега Соколова, Анастасию Ещенко. Вот здесь что-то примерно одинаковое, но здесь только характер такой поярче, помощнее, скажем так, темперамент есть, да, у человека. Там все-таки она была такой тургеневской девушкой совсем. Но здесь она тоже слушала, что ей говорят, что ей советуют, да, и, скорее всего, по поводу наркотиков ей тоже, ну, попробуй. Мы советуем тебе попробовать, да. Употребляла ли Руслана Коршунова наркотические вещества, препараты, изменяющие сознание, или транквилизаторы, наркотические вещества? Употребляла. Карта Шут говорит о легкости, о том, что мне так хорошо, когда я вот это делаю, да. Я летаю словно на крыльях бабочек, мне ничего не нужно в этот момент. Я слушаю кого-то, я употребила, мне хорошо. Употребляла, возможно, порошок, возможно, марихуану, кокаин, что угодно, да. Да, употребляла по карте Шут. Здесь Шут неосознанный, здесь Шут
который хочет веселья, который хочет радости, который хочет каких-то благ в своей жизни, да, именно внутри себя, хочет почувствовать себя легким, воздушным. Здесь какие-то галлюцинации, возможно, даже, да, по этой карте. Да, слушая других, употребляла препараты, изменяющие сознание, ну, понятно, что это и есть наркотики, да, транквилизаторы, успокоительные какие-то, возможно. Транквилизаторы, успокоительные употребляла. Соу-соу здесь, да, здесь не сильные успокоительные вещества, скажем так, да, которые не меняли ее сознание, но которые приводили ее в баланс. Но у нее такое ощущение, что вот карта баланса, она вообще говорит о биполярном расстройстве личности, когда очень ярко выраженное настроение, оно меняется, понимаете, меняется. Вот я сейчас в стадии мании, а сейчас в стадии депрессии. Тут как либо начиналось биполярное расстройство из-за употребления каких-то веществ, либо просто настроение было, когда черное, когда белое, когда очень всего хочу, когда ничего вообще не хочу. Но успокоительные препараты, которые она принимала, они были не очень сильны, но они немножко ее приводили в баланс, скажем так, употребляла. Следующий вопрос. Думала ли Руслана перед смертью или в день смерти, давайте так, о суициде? Вообще думала она о суициде? Это мы опять подводим к тому, что возможно ли было совершить Руслане суицид в тот день. Думала ли Руслана Коршунова незадолго до своей смерти, давайте так, о суициде? Думала. Депрессия была жуткая из-за какого-то мужчины, который ей чего-то не давал. Либо что-то прятал он от нее, либо сам от нее прятался, как-то на звонки не выходила. Она как маленький бедный ребенок, Паш Кубков — это ребенок, вот, который смотрит на тебя такими невинными глазами, говорит, ну за что, я же с тобой хорошо, а ты со мной как? Какой-то король жезлов здесь, либо мужчина огненного знака зодиака, либо мужчина, который прячет что-то, скрывает, какая-то тайна, либо женатый мужчина, либо мужчина, который не до конца открывается, да, из-за мужчины было плохо. Мне так плохо, на мне как будто на спину пуд соли повесили, да, как мне тяжело. Десятка жезлов. Я с ним хочу перейти во что-то новое по десятке, а он не дает, он держит меня в пажах, то есть он держит меня в своих любовницах, он смотрит на меня несерьезно, как на ребенка. Думала ли о суициде? Думала. Из-за мужчины, да. Она была его тайной. Ощущение, что мужчина был женат. Тайная, я нехорошо поступаю, да. Она знала, что она нехорошо поступает. Она знала, что он женат. Она его тайная жрица, то есть любовница, да. А он заперся в своем доме на несколько замков и не пускает меня в свою жизнь. Думала о суициде, но она думала об этом, знаете, так вот, как у Чехова, да, Антона Павловича. Такой прекрасный день сегодня, то ли чай пойти попить, то ли повеситься. Вот что-то как-то мимолетом. Но не было такого желания именно себя убить. Она просто, скорее всего, себя жалела больше. Это когда человек говорит, что я себя убью, но ни в коем случае себя не убьет, потому что он об этом всем подряд рассказывает и говорит, чтобы его пожалели. Тут скорее жалость к себе вызвать. Возможно, она ему говорила, да, об этом. Но здесь конкретной подачи того, что вот в подсознании, что я хочу совершить с собой вот это, этого не было. Это просто было так мимолетом. Следующий вопрос. Такой интересный вопрос про остров Эпштейна. Действительно ли Руслана Коршунова посещала остров Эпштейна? Джеффри Эпштейн — это печально известный финансист, который у себя на острове, где он приобрел поместье, создавал такие оргии, вечеринки с девочками малолетними, 14-13 лет. Почитайте, кто такой Джеффри Эпштейн. Там у него в кругу его близких друзей были Дональд Трамп, Леонардо Ди Каприо. Все сливки общества, которые приходили заниматься, сами понимаете, чем, с маленькими девочками. И там была распространена педофилия, возможно, еще какие-то незаконные ритуалы и так далее. Вот говорили о том, что Руслана как-то замешана в этом деле. Ну, как замешана? То, что она посещала этот остров, это не значит, что она в чем-то участвовала, да? Потому что Джеффри Эпштейн собирал просто сливки общества, и у него были не только оргии, но еще и какие-то светские вечера для знаменитых людей. Руслана тогда была крайне знаменита, невероятно знаменита, и ее тоже пригласили. Ну, так говорят, по крайней мере. Давайте узнаем. Действительно ли Руслана Коршунова посещала остров Эпштейна? И очень об этом сожалеет. Посещала.
Тут, знаете, такой маленький островок, и везде вода. Посещала и почему-то очень об этом сожалеет. Сожалела, вернее, пятерка мечей. Очень сожалела. Действительно посещала. Карта сожаления. Посещала одна или с кем-то, и что она там делала конкретно? Повели как будто бы ее, да? Несмышленную повели куда-то. С мужчиной была. Карта Солнца. С мужчиной, с которым встречалась. Такое ощущение, что она с этим мужчиной встречалась, на другого смотрела. И этот мужчина, какой-то учитель, мужчина старше ее гораздо, возможно, даже лет за 50 уже ему, да, то есть учитель старше ее. Она смотрела на него как на учителя, как на мужчину более мудрого, более умного. Ну, старше ее, может быть, и 40 плюс. Но тут она смотрела на другого мужчину. Ей другой мужчина нравился, а с этим мужчиной она поехала на этот остров. Что она там делала? Интересно, да? Смотрите, ее пригласили, действительно. Очень интересен тот факт, что ей нравился мужчина, который там же был на этом острове. Она поехала, чтобы посмотреть на него с другим мужчиной. Очень интересно. Да, ее привел другой мужчина на этот остров, то бишь. Она очень сильно пожалела то, что она туда поехала. Почему, мы сейчас узнаем. Поехала она с тем мужчиной, который ей не нравился, поехала посмотреть на того мужчину, который нравился ей, но который не обращал на нее внимания. Поехала посмотреть на него, поехала его увидеть, скажем так. Она знала, что он там будет, этот мужчина. Да, ее пригласили, ее просто пригласили на светскую, скажем так, вечеринку. Ничего такого, ни в чем таком она не участвовала. Если вы имеете в виду оргии какие-то там или еще нет, она не участвовала. Она просто поехала посмотреть на этого мужчину, который ей безумно нравился. Она его знала. Возможно, заочно знала, возможно, лично. Как часто Руслана Коршунова посещала этот остров Эпштейна? Говорили, что она посетила его единожды. Как часто Руслана Коршунова посещала остров Эпштейна? Летала она. Летала несколько раз. Угу. Ну вот у нее, да, летала несколько раз, не один раз, хочу сказать, несколько раз посмотреть на своего императора. Опять-таки женатый мужчина, да, я не знаю, это тот же самый мужчина или нет, под прикрытием как-то, под предлогом чего-то, скажем так, давайте я поучаствую в каких-то ваших, или посмотрю на что-то ваше, да, под каким-то предлогом. Вот под каким-то наивным предлогом она посещала. Ее, естественно, пускали, потому что она является знаменитой моделью, являлась, да, под каким-то тайным предлогом посмотреть вот на этого мужчину. А этот мужчина к ней никак не шел, вот как его за веревку не тяни, как его за удочку не тяни, рыбка не ловится, да. Рыбка вроде попалась на крючок, но что-то как-то не хочет дальше идти. Ездила несколько раз, но ни в каких неподобающих вещах она не участвовала. Видела ли Руслана Коршунова на острове Эпштейна нечто нелегальное, запрещенное, конкретно педофилия? И как она к этому отнеслась, если видела? Мы уже поняли, что она не участвовала, она ездила туда под какими-то предлогами для того, чтобы посмотреть на этого мужчину. Ей безумно нравился какой-то мужчина, император, который был женат. Видела ли Руслана Коршунова на острове Эпштейна нечто нелегальное, запрещенное, то, что делают с детьми, возможно, да? Видела ли она своими глазами? Знаете как, она слышала, что что-то такое происходит там, но она думала, что это ей лапшу на уши вешают. Настолько вот наивный ребенок, то что она думала, то, что там все хорошие, такого быть не может, да, карта сила, там вроде все спокойно так проходит, то есть она не заходила дальше, ее впускали туда, куда положено только вот, в общем, куда положено знаменитостям, типа Леонардо Ди Каприо, Дональда Трампа, ее туда не впускали. Знай свое место, говорится, да, тут по карте сила. И ей казалось, что все эти разговоры по королю мечей, казалось это обманом.
Ну не может быть такого. Да, до нее доходили слухи. По всаднику мечей всадник тут несет письмецо. То, что что-то такое там происходит. Но ей казалось это обманом. Она думала, обманывают. Не может такого быть. Там все спокойно, там все уравновешено. Девушка качается на слоне. Все спокойно, тихо, умиротворенно. Ничего такого она не видела. Поэтому знать она ничего не могла, и вряд ли кто-то из острова Эпштейна или сам Эпштейн заказал ее, да, чтобы убить. Но мы уточним этот вопрос. Следующее. Тренинг-центр «Роза мира», который посещала Руслана Коршунова целых 3 месяца. Хочу сказать, заглядывая вперед, «Роза мира» – это секта, после которой очень многие женщины и мужчины предпринимали ряд кое-каких девиантных действий в отношении своих родных и в отношении себя. То есть многие заканчивали жизнь самоубийством после этих тренингов, а один мужчина даже убил своего сына, потому что думал, что это приказал ему Бог. Это все после этого тренинг-центра. Чем они там занимались, понятное дело, да? Промывали людям мозги. Так вот, говорят, что после тренинг-центра «Розы мира», который посещала Руслана Коршунова 3 месяца, она впала в депрессию. Давайте сейчас узнаем, действительно ли она впала в депрессию, могла ли она покончить с жизнью после этого тренинг-центра. Тренинг-центр «Розы мира», который 3 месяца посещала Руслана Коршунова, каким-либо негативным образом сказался на ее мыслях и на ее подсознании. Да. Ей казалось, что жизнь закончена, что она не видит выхода ни в чем, башня. Перевернулся ее мир с ног на голову, что она никогда не найдет себе партнера, потому что она какая-то не такая, потому что она, во-первых, все свои ресурсы сливала опять, да, в этом тренинг-центре, карту умеренности, все ресурсы льет. Бедная душой, как будто бы я, да, ей так казалось после этих тренингов, то, что я недостойна этой жизни. Но, опять-таки, это не говорит о том, что она покончила с жизнью. Мужчина какой-то опять, да, здесь она встретилась с каким-то мужчиной. Это уже в тренинг-центре она встретилась. Мужчин было много, я же говорю, да, который разбил ей сердце. И после которого она вот как в ракушку вошла, карта повешенной, сама себя подвесила. Мне не везет с мужчинами, я никогда не найду себе пару. И вот этот мужчина, ее последний в ее жизни, да, 10 кубков, она думала, что она может создать с ним семью почему-то, но он сам был человеком семейным, у него почему-то очень много было женатых мужчин. Он разрушил меня полностью, вот этот женатый мужчина последний, он разбил мне сердце, я после него закрылась в себе. Никогда не встречу нормального мужчину, ну и раздаю тут всем ресурсы направо и налево, да, и тренинг-центр просто добил ее как бы до конца. Тут такое глубокое депрессивное состояние было. Человек не был похож сам на себя, как будто бы изменилось очень сильно. Хорошо. Самый главный вопрос. Руслана Коршунова погибла от самоубийства, от своих собственных рук. Руслана Коршунова совершила суицид. Нет, не могла она этого сделать. Чистая невинная душа, всадник кубков. Я не могла этого сделать. Чистая невинная душа. Невинная душа не виновата ни в каких грехах. Ни в грехе самоубийства, ни в грехе воровства и так далее. Всадник кубков. Она этого сделать не могла. Всадник кубков еще говорит о том, что она любила своих родных и близких и не могла так поступить. Это не самоубийство. Руслану Коршунову кто-то убил. Руслану Коршунову кто-то убил. Руслана, тебя кто-то убил. Тебя кто-то убил, Руслана? Мужчина, который остался как бы ни при чем. Мужчина, который был для нее всем миром. Мужчина, ради которого она старалась, что-то пыжилась, пыталась. 21-й старший аркан — мир. Не просто так появившийся в ее жизни, кармический мужчина.
Шестерка мечей, мужчина, который быстренько отплыл. То есть вообще никак не поучаствовал в материалах дела, его не допрашивал никто, о нем никто не вспоминал. Это вообще мужчина какой-то неизвестный, извне, какой-то богатый мужчина, который может поехать, куда ему вздумается. Вот сейчас сесть на самолет на свой личный и уехать. Мужчина при деньгах, шестерка мечей. Мужчина, который не первый раз это совершает. Шестерка мечей, как минимум 5-6 жертва у него, да? Возможно, занимается какими-то ритуалами, кто его знает. Здесь переход в параллельное пространство, в параллельный мир. Возможно, находит девушек для кого-то, да, то есть не первый раз девушек бросает на произвол судьбы, скажем так. Не первый раз этим занимается. Хорошо, да, ее убили. Убил мужчина. Замешан ли в убийстве Русланы Коршуновой Эпштейн, Джеффри Эпштейн? И кто-то с его острова. Давайте так. Карта сама прям катилась. Император. Тот самый император, который посещал остров Джеффри Эпштейна. Но Джеффри Эпштейн сам конкретно здесь ни при чем. Это тот император, который несколько раз прилетал к Эпштейну, и за которым летела Руслана. Это тот самый мужчина, это тот самый женатый мужчина, который был на острове Эпштейна не раз. Там они познакомились впервые. Да. У них было что-то. Но она знала, она чувствовала, что он к ней несерьезно, карта влюбленная. Она знала, что он с ней играет. У них с ней был половой акт. Разбил ей сердце, потому что она знала, что он не хочет больше общения. Она навязывалась к нему, да, к этому мужчине. Хорошо. Хотела уточнить, замешан ли кто-то из тренинг-центра Розы Мира, но давайте уточним все-таки. Тут понятно, да, то, что замешан ли кто-то в убийстве Русланы Коршуновой из тренинг-центра Роза Мира. Да нет. Ключ в сердце. Ключ ищите внутри меня. Ключ в сердце. Ключ от моего сердца, от моего разума, от моих чувств. Это тот мужчина, в кого была влюблена Руслана. Тут не про Розу Мира вообще. Как убили Руслану Коршунову? Потому что это явно не суицид. Не скинули ее. Хотя, может, и скинули, да, сейчас посмотрим с балкона. Как убили Руслану Коршунову? Обратите внимание, что здесь выпал ворон и лодка. И мужчина, который убил Руслану, шестерка мечей, тоже была лодка. Либо они были где-то на лодке в море, либо они были где-то на яхте в этот момент. То есть они были где-то вот в открытом пространстве. Море, река, что-то вот вода. И они вдвоем. И больше никого. Да. Они вдвоем и больше никого. Императрица, ворон. Как куда-то высоко-далеко, да? Высоко-далеко ушли, да, чтобы люди не видели. Понимаете, да? То есть здесь не дом, не здание какое-то. Высоко тройка пентаклей. Ну, это можете, конечно, сейчас подумать о том, что он ее сбросил откуда-то, но нет, здесь не об этом речь. Тройка пентаклей говорит о том, что далеко ушли куда-то. Тут далеко ушел человек, поднялся на самую высоту своей жизни. Тут, чтобы никто не видел. Как убили Руслану Коршунову? Заманил ее дьявол в свои тиски и закрыл от людей, да? То есть людей нет рядом. Никого рядом нет, только они вдвоем. И она ему верит, он что-то ей чешет, девятка мечей, что-то она ему тут верит, он ей что-то говорит. Вода. Они были вдвоем, где-то в воде, в открытом пространстве, открытое море, океан, неважно, да? Яхта, лодка, парус, и мы вдвоем, да? Далеко ушли от людей, чтобы никто не видел, как я тебя убил.
Мы тут не добрались, да, до конца. Мы поняли, где они были. Мы не поняли, как ее убили. Как убили Руслана Коршунова. У меня все есть, у меня все стабильно. Ты мне зачем? Опять что-то ей говорит, да? Она все слушает. Сон, дурман. Как ей как что-то подмешали. Тут карта суд и маг. Она слушает, слушает и слушает, как засыпает. Знаете, как что-то как будто подмешали. То ли в алкоголь что-то подмешали. Сюрприз. Не ожидала от меня такого. Белка. Карта белка такая смешная здесь. Неприятный сюрприз, да? Она не ожидала, что время уходит. Надо быстрее. Как торопился, как будто бы, да? Тут рот закрывает. Тут все время закрывает рот. Тут что-то вот как в рот. Тут как будто дали что-то, от чего она уснула мертвецким сном, да? И как будто бы потом у нее была сломана рука и сломана шея, насколько я помню. Как специально подстроили, да, это все. Специально подстроили и увезли ее. Увезли как раз на то место, где якобы она упала с высоты. Все должно пройти так, как будто ты упала с высоты. Только никому не говори. Тут род и тут маг. Карта сновидения. Она как во сне умерла. Тут что-то ей подмешали. Подмешали что-то, какое-то средство. Судмедэксперты говорили, что не было ничего обнаружено, но тут средство такое было, которое можно было не обнаружить. Поверьте мне, ядов очень много разных. Тем более, этот человек был богатый, со связями. Она ему просто надоела. Она могла испортить его брак, могла испортить его жизнь, потому что она там начала уже угрожать ему, потому что она его очень любила. Ну, влюбилась как-то так сильно. И он что-то ей подлил, а потом, видимо, сломал, да, ей руку и шею. Ну, так, чтобы было понятно, что она якобы упала. Это подстроили, да, понимаете, инсценировка. Ну, тут что-то со сновидениями, как во сне умерла. Во сне умерла, это значит, значит, что-то подмешали. Уснула и умерла. Мотив убийства. Ну, давайте узнаем точный мотив. Мотив убийства этого человека по отношению к Руслане Коршуновой. Ну и скинул он ее потом, да? Но, видимо, немножко не рассчитал, слишком далеко положил. А может быть, просто скинул с машины, да, как будто бы как на дорогу. И быстро убежал, надо быстро идти. Мотив убийства. Ну, конечно, ты же что-то пристала ко мне. Четверка кубков, что ты ко мне пристала? Что тебе надо от меня? У меня жена, у меня все, что ты ко мне, что ты хочешь от меня? Ты меня любишь, я тебя не люблю, ты достала меня уже. Какие звезды, какие мечты, какие планы? О чем ты говоришь? Я король кубков, у меня женщин много, и ты одна из, но не самая любимая. И опять вода, понимаете? Много воды. Тут это было во время... Ну, где-то в лодке, где-то в яхте его, да, возможно, потому что человек богатый, человек непростой. Волосы отрезанные у Русланы Коршуновой после убийства уже. Почему ей отрезали волосы? Говорили то, что волосы были у нее длиннее, и как будто бы их неровно ножом отрезали. Для чего отрезали волосы после смерти Руслане Коршуновой? Для чего Руслане Коршуновой отрезали волосы после смерти? Магия. Непростой человек-то он. Ритуалы какие-то, да? Чистая невинная душа. Волосы красивые, как у жрицы. Жрица – это сама магия, это ритуалы. Ты мне еще как что-то полезное принесешь, как ключик в клюве. Он для чего ты забрал эти волосы? Они были чистые и невинные, как у ребенка. Да, как у ребенка. Волосы – это свет. Русые волосы, рыжие волосы, светлые волосы, как пшеница. Я забираю их, потому что они мне еще нужны будут. Мужик непростой был совсем. То есть тут, понятное дело, для чего он посещал остров Эпштейна. Но вот на острове Эпштейна еще творились какие-то не очень приятные вещи в виде обрядов, ритуалов. Не удивлюсь, что человеческого жертвоприношения и так далее, да, если там была педофилия. Где сейчас душа Русланы Коршуновой? Последний вопрос, друзья. Где сейчас
Душа Руслана Коршунова. Где сейчас душа Руслана Коршунова? Не может найти себя, не может найти ответа. Ушла, не трогайте меня. Хочу побыть одна. Что-то неправильное произойдет с ней в следующей жизни. Чего-то у нее не будет. Не будет крыши над головой, не будет зрения, не будет чего-то. Что-то ей нужно будет пережить. И пережить еще одно предательство в жизни для того, чтобы стать сильнее. Да, для того, чтобы стать сильнее, чего-то не будет. Либо в бедной семье родиться, в очень бедной семье, либо крыши над головой не будет, либо как зрения, слуха нет, понимаете? Но есть талант, и с этим талантом она может далеко пойти. Но опять вот эти мужчины в жизни ее будут преследовать. Переродилась ли она уже? Нет, пока нет, она пока не готова. Но вполне возможно, что скоро будет готова к перерождению, и снова нужно пройти будет длинный и нелегкий путь. Но тем не менее, она не умрет так рано. Друзья мои, это были все вопросы о Руслане Коршуновой. Если есть какие-то вопросы, комментарии, пожалуйста, задавайте. Напоминаю, что у меня есть личные расклады, обряды, и мы делаем обрядовые свечи из натурального воска своими руками. Друзья, я вас очень люблю. До новых встреч!